Знаете, я вам так скажу, я человек творческий. Вы даже не представляете, какие бурные фантазии у меня по отношению к вам. Здравствуйте, Азамат. Здравствуйте. Мы с вами как-то один раз общались, наверное, помните, нет? Ну, у вас Слушайте, столько людей проходит, в рулетке, понимаю. Всех не так же, как запомнишь. наверняка. Ну, я не так часто здесь бываю. И я довольно редкий посетитель этой рулетки. Понял? Да. Что-то припоминаю. Вот тему не помню, но что-то, по-моему, маску вашу я, кажется, помню. А может, ошибаюсь. Вот видите, хотя бы маска запомнилась. М. Ну, здесь немногие сидят в маске. Тем более, а голос-то какой. Не голос, а песня. Благодарю. А вы Понятно, сейчас что а вы сейчас на вы стриме, я так понимаю, да? Насколько я понимаю. Ну, нет, это благодарить маска не надо. Маму с папой благодарите. Это же они вам такой голос подарили. Да, я на эфире. я вас поблагодарила за то, что заметили, и за то, что, подарили комплимент. Я только за это. А в этом смысле да. Мама, папа, я согласна. Разумеется. А голос-то какой, друзья мои. Неважно, что она говорит, неважно, с какой интонацией. Просто слушай и засыпай. Ну, слушайте, засыпать, мне кажется, рано. Сколько сейчас? У нас 19:20. Я из Москвы. А у вас? 20, 21. 20:21 или Нет, 21? 1, 21, 20. 20 у вас 2 часа, получается 2 2 часа часа разница. разница. М. Именно. Ну да, Именно. понятно. А вы, Азамат, только о политике разговариваете? Нет, конечно, я как раз таки о политике стараюсь вообще не разговаривать. Просто так случилось, что вопросы задают, как правило, про взаимоотношения на политическом поле, на геополитическом поле. Мгм. А я вообще, честно говоря, говорить не хочу. Хочу говорить о красивых девушках. А вот Получается смотрите, крайне редко. у меня недавно был один разговор с доктором Ливси. И он меня спросил тоже, вот, вы, говорит, я Ну, заметил, вы никогда, ну, он как-то так сказал, что или никогда, или практически избегаете разговоров на политические темы. Ам, ну, действительно, я не очень как-то это не одна из моих самых любимых тем, это верно. Вот, но, у нас было в разговоре такое вот, упоминание о том, что на самом деле здесь-то в рулетке вообще мало кто про политику-то разговаривает. Здесь в основном, люди приходят поделиться своими эмоциями, просто называют это разговором про политику. Как вы к этому относитесь? слушайте, я с вами прям могу согласиться. Люди, наверное, здесь приходят не только за эмоциями, а, наверное, некоторые еще и негатив выпускают, так называемый нехороший пар. Так это вот про это и Есть есть, такое. да. Они Разумеется. сюда они сюда приходят, знаете, как в этот, в контейнер. Я по-другому не буду называть, да, назовем это контейнер. Сконтейнировать все вот это вот, да, но при этом, называют это, что они говорят про политику и обсуждают что-то политическое. На самом деле это, ну, как сказать, это выброс своих, страхов, боли, возможно, каких-то обид. Иногда это, ненависть, вот как вы сказали, да, то есть вот слить вот это все, вот этот негативчик. Иногда это разочарование от, несбывшихся каких-то надежд, то есть, знаете, неоправданные ожидания. Вот. И я для себя, например, поняла, что показателем и маркером этому является, знаете что? Слишком, такие горячие обсуждения по этому поводу. Вот я заметила, например, когда вы говорите, у вас достаточно ровно это происходит. То есть вот, эм, это не похоже на вот как раз на это вот эмоционирование.
Но если вы закончили, я могу отреагировать. Да. Знаете, вот когда идут беседы про политику, как вы говорите, между двумя мужчинами, как правило, это происходит, тоже развиваются щиты и копья, и определенная ненависть к собеседнику возникает из-за того, что он иногда бывает, что перед собой видит откровенного идеологического противника. Потому что политика — это всегда противостояние, это всегда поиск компромисса. А когда между двумя, скажем так, собеседниками компромисс не находится, а идеологическая борьба присутствует, тогда и начинает выходить на определенные повышенные децибелы, да, каждый по-своему, по своему внутреннему состоянию, по своему складу характера. Понимаете, у меня склад характера свой, у моего собеседника или у моих собеседников он другой. Понимаете, но от перестановки слагаемых сумма не меняется. Просто я для себя давным-давно решил, что повышенные децибелы общения, они понижают твою аргументацию, твою убедительность. Нужно говорить максимально твердо, желательно даже до пониженных децибелов, тогда ты максимально услышан. А если ты будешь с пеной у рта доказывать, что я красавчик, а мой оппонент абсолютный осел, я понял, что это так не работает. Поэтому нужно всегда дать высказаться своему собеседнику, а потом предоставить ему свою аргументацию. Но я когда вижу, что перед тобой сидит абсолютный, идеологический враг, которого нужно изничтожать, да, с такими собеседниками, конечно, разговаривать не получается. Но есть другая категория заблудших, которые не понимают, хотят разобраться в вопросе. Но с такими беседы проходят прям на шикарной волне, понимаете. Они и Но слушать готовы, и аргументацию. хорошо, но знаете, все равно мне кажется, что опять же это, разговор о чем угодно, но это не о политике. Это опять же, знаете, это вот, это только, вопрос обсуждения, он околополитический, может быть. Но, с тем же самым успехом можно говорить о чем угодно. И вот, представьте себе, что точно так же вы хотите убедить человека, например, что-то купить, а он никак не покупает. Например, да? Вот. И тоже там у кого-то зашкаливает, у кого-то начинает идти в ход эмоций. Ам, Тут вопрос скорее не в том, чтобы поговорить о политике. Тут скорее вопрос, знаете, как, может быть, люди подменяют понятия, им важно не обсудить что-то, а кому-то что-то доказать или, может быть, навязать свою точку зрения. Вот как вы Я думаете? понял, я понял, о чём вы говорите. Но это же всего лишь навсего вкусовщина. И даже между друзьями существуют разные отношения и к жизни, и к определенным плюшкам нашего цивилизационного мира, понимаете? Но если разговаривать именно с точки зрения идеологии, знаете, 2 друга, имея определенные полярное отношение к истории, знаете, к народу, к стране, они на дистанции перестанут быть друзьями. А если у них разногласия между тебе больше нравятся блондинки и брюнетки, они никогда не поссорятся. Они будут доказывать друг другу, они будут друг друга троллить на этом поле абсолютно мирном и абсолютно созидательном. А на идеологическом противостоянии с точки зрения нашего нашей идеологии, нашего, кода, да, национального или государственного, на дистанции они все равно станут не просто врагами, а идеологическими противниками. Доказано уже 100 раз и в моей практике, и среди моих друзей. А то, что вы говорите, я с вами согласен. Всегда происходит конкуренция между даже близкими друзьями. Ты доказываешь свою позицию по самым таким мирным темам. Твои друзья доказывают свою. Ну, а это такая позиция, как правило, друзей не ссорит. А противоположности, ну, высказался человек свою точку, я высказал свою. Но, как правило, ну, во всяком случае, у меня так получается. Я из-за этого не нарекаю своих собеседников, что это прям идеологически. Ну, такая позиция, что делать. Мы часто же говорим, какие сейчас одна реплика, сейчас вы скажите. Мы лишь часто же разговариваем с точки зрения антитрадиционных ценностей нашего восточного мира или, скажем, западного сегодняшнего, объединенного Запада. У них ценности свои, у нашего восточного мира они диаметрально другие. И даже на этом поле можно найти компромисс. А там уже компромисс не найдешь. Вы знаете, это я с вами соглашусь в том плане, что вот вы сказали, когда люди, расходятся, идеологически в каких-то вот вопросах, да, там вот, политических, околополитических, что-то такое. И тогда они становятся вот, то есть вот когда один там думает, одним способом про какие-то события, другой, думает вот другим способом, и, соответственно, у него выводы получаются другие.
вот действия другие. Но это только тогда, когда вот эти вот, вопросы становятся важнее, чем, их личные отношения. Если для людей важнее их личные отношения, а вот эти вот моменты можно, так скажем, Мы же поместить. с вами говорим же мы же с вами говорим про рулетку. Ну, какие здесь личные взаимоотношения? Здесь абсолютно посторонние люди разговаривают. Здесь уже не про личные взаимоотношения, здесь уже про гражданскую позицию. Я, сами знаете, могу соглашаться во многих вещах, но в каких-то вещах, да, бытовых, скажем так, или вкусовых, могу абсолютно быть вашим антиподом или антагонистом. Но это не значит, что я вас не уважаю, не ценю или считаю вас каким-то своим противником. Просто у вас свои, знаете, свой взгляд на эти вещи, а у меня свой. И Разумеется. наших наших фундаментальных ценностей мы с вами абсолютно не расходимся. Вот мне, например, нравятся девушки, вам, наверное, больше нравятся мужчины, видите? Но это тоже я не Да. знаю. Это нормально. Слава богу, здесь мы как раз с вами очень, очень даже похожи. Мы Ну как да. раз тех Это, самых знаете, тех самых традиционных ценностей, которых были, во-первых, это которые это знаете, как в анекдоте. Это как в анекдоте. Не слышали анекдот? А, расскажите. Я а ты люблю кто, анекдоты. ты кто, говорит, это ты кто, говорит, по национальности, говорит? Я, говорит, казах, но, наполовину, говорит, татарин. Наполовину татарин. Почему, говорит? Потому что у меня мама татарка. Говорит, а ты кто, говорит? А я, говорит, русский, говорит, но наполовину женщина. Говорит, почему? Потому что у меня мама женщина. Знаете, ну, такой, знаете, ну, вот разговаривают. Знаете, как это? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы мгм. Да. Так что Самое главное, чтобы люди друг Так друга что понимали. любые разговоры, как здесь происходят, знаете, можно довести до такого абсурда, вот как в этом анекдоте. А люди здесь пытаются умничать, знаете, на том месте, в тех всевозможных вопросах, в которых умничать надо. И когда я встречаю таких собеседников, я на самом деле иногда впадаю в определенный ступор, потому что я вот, знаете, вот на такой вот дебилизм реагировать не могу адекватно. А адекватно вот нет особого желания. Я просто как нарекаю ему определенным диагнозом, просто дальше иду и говорю: "А почему ты не отвечаешь на вопрос?" Я говорю, что на твой вопрос, говорю, никто не ответит, дурачок. Знаете, есть такая книга Брэда Майера "Черная риторика". Так вот, там написано, что есть откровенно глупые вопросы. Есть, конечно, риторические вопросы. На риторические вопросы тоже не стоит отвечать, но они скорее, знаете, они скорее для остроты. То есть их смысл, и их, надобность, невозможно переоценить. А вот глупые вопросы, абсолютно дурацкие вопросы, вот они, да, они портят картину жизни. Что ж, Да, Азамат, я, давай. наверно. Да. Собеседник один. У, И Что случилось, друзья мои? а что Что, мне сложно с интернетом? Вроде нет, вроде осталось. До вас был собеседник, с которым, знаете, в ходе разговора мне задал вопрос, я даже не знал, как ответить. А в чем разница между интимом и религией? Я говорю: "Иди к черту", и ушел. Ну, это знаете, как вот, простите, я тоже сейчас, приведу пример. Тоже собеседник, который был, вот у меня сегодня как раз. Э, мы с ним как бы поприветствовали друг друга. Я сказала, что я из великой матушки России, а он сказал, что вот он, из, там вот, из другой страны. И ему очень не понравилось, ну, как мне показалось, не понравилось вот это то, что вот эта фраза "великой матушки", именно слово "матушки". И он мне задает вопрос, на мой взгляд, это как раз из разряда глупых, дурацких вопросов: "А кто ж тогда батюшка?" Ну, как сказать, я, конечно, отшутилась, сказала: "Ну, говорю, Господь Бог". И вот потом, вот как раз, знаете, вот то, о чем вы пример приводили, люди начинают говорить, абсолютную такую глупость, пошлость, которую вот действительно, знаете, кроме как, пожелать ему здоровья,
всяческого, в том числе ментального. Больше ничего не хочется. Ну, сами же поднимаете определенную тематику по поводу вашего ответа. Могли бы ответить скромнее, проще, да, или просто деликатно. А когда вы переводите человека на определенное русло, потому что есть же определенные категории собеседников, у которых, скажем так, не очень хорошее отношение к современной России, и когда вы даете определенную пищу для беседы, они будут цепляться за это. И причем А, задавать такие вопросы, на которых, как правило, ответов в природе не существует. я, возможно, с вами, точнее, не так, я с вами согласна. Но, это же тоже показатель, как сказать, Давайте вот, по пока давайте вот, если вот если меня спросят, да, вот: "Азамат, ты откуда?" Если я буду отвечать: "Я с великого братана Казахстана". Ну, тоже своего рода провокационный же ответ. Какой же он тебе братан? Отвечу просто из Казахстана. Это определенно, знаете, когда это называется определенные якоря, чтобы удержать собеседника, чтобы на этой почве. Потому что у этих всевозможных онлайн-бесед всегда существуют свои правила, свои крючки, там, скажем так, свои якоря, чтобы задержать собеседника. И любой ответ нестандартный, да, он будет приводить вот к таким вот беседам нелицеприятным. что ж, А у вас якорей много, Маска. И маска, и да, голос. вы как раз правильные вещи заметили. Потому что многие почему-то считают, что я от кого-то прячусь. Знаете, я вам так скажу, я человек творческий. Вы даже не представляете, какие бурные фантазии у меня по отношению к вам. Просто такие вещи вслух не говорят, но я вам скажу, Тогда не что будем. я не будь. Тогда давайте не будем. Хороших вам хороших собеседников. Вам тоже хорошего вечера и хороших собеседников. Спасибо за уделенное время. Всех благ. Взаимно. До Всех благ. свидания.